Всем привет, на связи Виталий, вы на канале о бизнесе в Польше. Сегодня поговорим о очень важной, интересной теме, нашумевшей последний год. Итак, примерно год назад нам, украинцам, дали возможность открывать частное предпринимательство в Польше. Люди их наоткрывали, наделали колоссальное количество ошибок, кроме того, что заработали много денег. И об этих ошибках я и хотел с вами поговорить в этом видео. Я поделюсь с вами своим топ-8 ошибок, а вас прошу, добавляйте в комментарии ваши истории, факапы, поучительные истории, все то, что поможет следующему поколению предпринимателей не совершать этих ошибок. Итак, заваривайте чаек, поехали. И ошибка номер 1, одна из самых больших, это полный ЗУС. В Польше существует целая такая, скажем так, система дотаций для начинающих предпринимателей, где есть возможность первые полгода не платить там большую часть ЗУСа, так называемый старый ЗУС, платить только складку здравотную. Потом еще 2 года платить малый ЗУС, там примерно 560, там около 600 злотых. И потом уже там через 2,5 года платить полный ЗУС, который составляет, 1500-2000 злотых, грубо говоря, да. Но эта магическая акция сама собой не произойдет. Вот. Ее надо включить, то есть нужно попросить государство, чтобы они вам дали эту скидку. Соответственно, если вы этого не сделали, то в следующем месяце вам прилетает счет на примерно 2000 злотых, и вы такие: ого, 2000 злотых, работаю я, либо не работаю, все равно надо платить, и это уже ще не оплата, говорят поляки. Первая ошибка в нашем топе – это обязательно поставьте галочку, что вы хотите вот эту вот скидочку на уплату ЗУС. Ошибка номер 2. Люди сравнивают польское частное предпринимательство с украинским частным предпринимательством и думают, что это аналогичные вещи. Что там делать в ДИИ, пык-пык наклацал и так далее. Нет. К сожалению, в Польше больше бюрократии, больше бумажных работ. Да, частное предпринимательство легче обслуживать по бухгалтерии, чем фирму. Но я все равно рекомендую вначале, потому что это новая страна, новые законы, все равно вначале взять себе бухгалтера, с которым, по крайней мере, можно сверяться. Стоит это не так дорого, от 300 злотых нетто в месяц до 15 документов, допустим. Оно оплачивается, потому что одна любая ошибка может стоить намного дороже. Несколько примеров, как себя не сравнивать с украинским предпринимателем. Допустим, в Украине часто предприниматели не могут работать с НДС. Здесь каждый предприниматель прямо сначала может себе включить НДС, может попросить и, соответственно, уже получать какие-то преимущества, если вы знаете, как правильно с НДСом работать. Второй пример. Это налог, третья группа ФОП в Украине, да, когда вы платите налог от оборота. До войны было 5%, сейчас можно было спуститься на 2%. Так вот, в Польше ставка, она не фиксированная, то есть если вы выбрали третью группу, то есть она здесь называется рычаут, она не фиксированная, она от 2 до 17%, и в рамках одного месяца вы можете одновременно заниматься разными делами, то есть, допустим, занимаетесь вы торговлей под 3% налог на прибыль, занимаетесь вы в том же месяце строительными услугами 5,5%, занимаетесь вы образовательными услугами под 8,5%, и вам не нужно выбирать конкретную ставку. Вы просто выбрали себе рычаут, и уже у вас плавающая ставка в зависимости от каждого вида услуг, которые вы оказываете, либо работ, которые вы выполняете. То есть люди забывают об этом преимуществе и думают, что им можно выбрать что-то одно. Ошибка номер 3 – это выбор неправильной формы налогообложения. Для этого есть специальные налоговые консультанты, есть специальные калькуляторы в интернете, в общем, масса способов, как понять. И все слышат рычаут, третья группа, идут туда. Абсолютно забывая, что если у вас есть что упускать на расходы фирмы, и вы нормально запланируете свои доходы-расходы, может быть, первая форма налогообложения, либо вторая вам будет даже выгодна. То есть для этого вам нужно понимать, сколько вы можете тратить и сколько вы планируете зарабатывать, и нужно прикинуть на калькуляторе. И я считаю, неправильный вопрос, какая форма налогообложения самая выгодная под вот этот вот мой вид деятельности. Правильно бы было спросить, какая форма налогообложения подходит выгоднее под этот мой вид деятельности с учетом вот таких доходов и вот таких расходов. Потому что в первых 2 формах налогообложения есть определенные плюшки, которых нет в третьей, и об этом мы говорим уже на наших консультациях. Следующая ошибка – это вы не стали вовремя плательщиком ВАТ. Например, вы, то есть бизнес-модель, вот сегодня буквально провел консультацию, человек заказывает товар из Китая и из Украины, везет его в Польшу для того, чтобы тут в Польше дальше его продавать. В Польше и на территории Евросоюза. При этом на входе в Евросоюз человек платит ВАТ. Он платит 23% ВАТ и от цены товара, и от цены доставки этого товара, от всего. Да?
И дальше, продавая его в Польше, этот ват он себе уже вернуть не может, потому что он не плательщик НДС. Если бы он до этого зарегистрировался, либо хотя бы подал заявку на регистрацию НДС, он бы потом, продавая своим клиентам этот товар, мог бы часть этого вата, себе вернуть, ту сумму, которую он, по сути, как депозит заплатил государству. Следующая ошибка: вы стали на ват сразу же, когда вам нужно было этого не делать. В чем проблема? У клиентов есть определенный уровень ожидания от вот этого продукта. То есть они готовы заплатить за этот ваш товар, скажем, 200 злотых. И их абсолютно не волнует, что вы делаете с этими деньгами. Либо из них 23%, почти 50 злотых вы отдадите государству, либо вы их заберете себе. Заплатите с них налог, но тем не менее это меньше. Да? Соответственно, вот эта верхняя граница, нужно ли вам сразу становиться ват или не нужно, она зависит от того еще, за сколько ваш клиент готов покупать товар, и если у вас достаточно маржи, чтобы это все окупалось в плюсе. Может быть, есть смысл до 200 тысяч злотых подождать с ватом и забрать немного больше денег себе. Следующая ошибка – это заморозка частного предпринимательства. И вот эти вот акции, которые действуют. Да? Люди открывают, либо регистрируют себе частное предпринимательство, потом понимают, что-то сейчас не идет и так далее, ладно, сделаю потом. Ставят на паузу, благо его достаточно легко поставить на паузу предпринимательство, и мы нашим клиентам прям видео даем после регистрации частного предпринимательства, как вам в несколько кликов поставить предпринимательство на паузу. Вот люди так делают, но при этом забывая о том, что вот этот льготный период, первые полгода, потом 2 года, о чем мы говорили в начале видео, он все равно тикает. И уже потом, через год, через 2, вы уже не сможете заново попросить вот эту скидку, которая давалась вам на первые полгода. Поэтому очень важно открывать предпринимательство тогда, когда вы хотите начинать работать, а не за полгода и замораживать его. И если вы его уже открыли, то по максимуму использовать вот это первое время, потому что именно в нем ваши деньги, то есть вам эти деньги достанутся дешевле всего, с меньшими потерями по налогам. Последняя ошибка в нашем топе на сегодня – это пожадничали с налогом. То есть как у нас принято, да, в наших странах, что чем меньше ты заплатишь государству, чем больше ты его обманешь, тем больше ты красавчик. Но здесь мы гости, сколько бы лет мы тут не прожили, год, 2, 10 лет, все равно мы иностранцы. И мы вынуждены просить карты побыту, кредитоспособность и зарабатывать себе всяческую карму. Так вот, если предприниматель сушил, скажем так, свое предпринимательство по полной, все списывая на расходы, ничего не платя как налоги, не создавая никакой чистой прибыли, то потом, когда он будет подаваться на карту побыту, есть большая вероятность, что карту побыту ему просто не дадут. Почему? Потому что, по сути, его предпринимательство никакой пользы государству не приносит. Он не создает рабочие места, не платит налоги за сотрудников. Он не создает чистой прибыли, он не платит налоги с чистой прибыли. И он держится лимита ват, не становится, он не платит государству ват. То есть, по сути, бесполезная для государства история, да, не в обиду никому. Соответственно, если вы понимаете, что вам нужно в будущем получать карту побыту, нужно создавать кредитную историю и так далее, пообщайтесь с кредитным брокером, прикиньте просто себе вот эту всю математику и поймите, сколько денег вам нужно отдавать государству в виде налогов и так далее, благо это можно планировать заранее, дабы потом легко получить себе карту побыту, кредит на квартиру, и другие всякие полезные плюшки, которые вам нужны для жизни. Друзья, на этом все. Надеюсь, что это видео было для вас полезно. Если так, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, делитесь вашими историями в комментарии и до встречи в следующем выпуске.